Всем привет! Сегодня хочу рассказать, как связать полосочку из цветочков. Посмотрите, какая интересная идея. Нашла ее на просторах Пинтереста. Там же была схемка и пошаговая инструкция, как вязать полосочку. Вязание этой полоски состоит из 3 этапов. Сейчас я покажу схему. Сначала вяжется полоска основания. В круг вяжем 6 полустолбиков с накидом, несколько воздушных петель и опять 6 полустолбиков с накидом. И так нужное количество вам раз повторяете. Я вязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 цветочков. Но сегодня хочу связать поменьше полосочку, где-то 3 цветочка у нас будет. На втором этапе мы начинаем обвязывать справа полоску. И делаем верхнюю часть лепесточков. Дальше вязание поворачиваем и вяжем нижнюю часть лепестков. Для центральной части я взяла желтую пряжу, у меня кроха. Вот, а для лепестков будет синенькая пряжа Yarnart Jeans. Вяжу крючком номер 2,5. Набираю делаю первую петлю. Так вот, раз. И одну петлю подъема. В первую петлю вяжу 6 полустолбиков с накидом. Как вяжется полустолбик с накидом? Делаем накид и вяжу сюда первый столбик. Сделала накид, петлю протянула. Сделала накид и протянула сразу через 3 петли. Первый полустолбик с накидом готов. Второй полустолбик опять накид сделала, вытянула петлю, еще накид сделала и протянула сразу через все петли. Второй столбик, третий, четвертый, пятый и шестой. Так получилось первое колечко. Дальше соединительным столбиком замыкаем все в круг. Сердцевинка первого цветка готова. Теперь делаем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В 7-ю петлю будем вязать вторую сердцевинку цветка. Для этого опять делаем накид и провязываем первый полустолбик, 1, 2, 3. Когда 3 столбика провязали, поворачиваем цепочку вот сюда, вот перекидываем ее направо. Дальше вяжем 4 столбик. Вот цепочка должна быть под крючком. 4, 5, 6. И опять соединяю колечко. Вот посмотрите, как получится. Цепочка сзади осталась, а здесь получилась вторая сердцевинка. И отсюда же 4, 5, начинаем вязать опять 7 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И одну петлю для подъема. И вяжем 6 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3 полустолбика. Цепочку под крючок заводим и продолжаем сюда вот вязать. 4, 5, 6. В первую петлю соединительный столбик. Вот они так получается. 1, 2, 3. 3 сердцевинки готово. Так как я буду вязать всего 3 цветочка, дальше я нить хочу отрезать. Так, ее вытянуть, отрезать, затянуть и начать вязать лепесточки.
Эту я тоже отрежу покороче, потом ее спрячу. Присоединяю пряжу Yarnart Jeans. Можно сделать таким способом, сделать начальную петлю, и вот отсюда начинаем вязать. Эту петлю протягиваем в самый первый столбик сердцевинки. Вот сюда вот. Вот петлю протягиваем в самый первый столбик сердцевинки, там, где мы закончили вязание. Раз. Следующий этап. Делаем 3 воздушных петли подъема. 1, 2, 3. В первый столбик вяжу сначала полустолбик с накидом. Раз. И в эту же петлю вяжу соединительный столбик. Раз. Это половинка первая будет первого лепестка. Дальше делаю соединительный столбик в соседнюю петлю. И теперь вяжу полустолбик с накидом сначала. Дальше 2 столбика с накидом. 1, 2. И опять полустолбик с накидом. И соединительную петлю. Это готов второй целый лепесток. Следующую петлю делаю соединительный сначала столбик, дальше накид, полустолбик с накидом, 2 столбика с накидом, раз, второй столбик с накидом и соединительный, и полустолбик теперь с накидом. И теперь только соединительный столбик или соединительную петлю вот сюда же. Один лепесток состоит из соединительного столбика, потом полустолбика с накидом, 2 столбиков с накидом и опять соединительным столбиком. Это половинка первого лепестка, 2 целых лепестка, и теперь мы опять делаем соединительную петлю в соседний столбик без накида, в столбик без накида предыдущего ряда. И теперь мы свяжем опять половинку лепесточка. Столбик, полустолбик с накидом, столбик с накидом. Половинка первого лепестка готова. Дальше нам нужно перейти на второй цветочек. И мы находим петлю, в которой у нас соединялось кольцо. Вот оно, вот эта петля. И из нее идет цепочка. В ту петлю, из которой идет цепочка, мы вяжем столбик с накидом, полустолбик с накидом и соединительный столбик. Все в одну петлю делаем. Так у нас мы перешли к вязанию половинки лепестка второго цветка. Следующую петлю делаем соединительный столбик. Теперь полустолбик с накидом, 2 столбика с накидом, 1, 2 и полустолбик с накидом, соединительная петля. Вот у второго цветка мы связали второй лепесток. Теперь будем вязать третий лепесток. Идем в следующий столбик, так, и делаем сюда соединительный столбик. Раз, полустолбик с накидом, 2 столбика с накидом, полустолбик с накидом, соединительный столбик, и идем к следующей петле. В нее мы должны связать, так, следующая петля у меня вот здесь будет, в нее мы должны связать соединительный столбик и опять вяжем половинку лепестка в
соединительный столбик, полустолбик с накидом, столбик с накидом, и теперь переходим к вязанию третьего цветка. Для этого мы опять находим место присоединения вот этой воздушной цепочки из воздушных петель, и в нее мы вяжем столбик с накидом. Раз. Столбик с накидом, полустолбик с накидом, соединительный столбик. Половинка лепестка третьего цветка готова. И делаем соединительную петлю в соседний столбик. Раз. Здесь вяжем полустолбик с накидом, 2 столбика с накидом, полустолбик с накидом, соединительный столбик. Идем в соседнюю петлю, провязываем соединительный столбик, полустолбик с накидом, 2 столбика с накидом, полустолбик с накидом и соединительный столбик. Этот цветок мы просто по кругу обвяжем лепестками. Должно получиться 6 лепестков. Так, вот мы дошли до того момента, где нам нужно связать последний лепесток первого цветка. Значит, для этого мы опять делаем соединительный столбик. Соединительный столбик делаем в ту петлю, где у нас была связана половинка первого лепестка. Дальше вяжем столбик, полустолбик с накидом и вяжем столбик с накидом. Здесь я сделаю соединительный столбик вот в вершину столбика с накидом, чтобы закончить целиком первый лепесток. И приступаю к вязанию второго цветочка, второй его половинки. Для этого вяжу опять столбик с накидом в тот же столбик, где связана уже половинка лепестка. Я довязываю вторую часть лепестка. Столбик с накидом, полустолбик, соединительный столбик, и перехожу в следующую. Перехожу к вязанию следующего лепестка. Цепочку, смотрите, я оставляю вот сзади лепестка, чтобы она нам не мешалась. И опять вяжу половинку лепестка второго цветка. Когда эта вторая половинка связана, опять иду вот в эту петлю и делаю соединительный столбик, чтобы лепесток у меня вот так закончился. Закрылся лепесточек.
Опять вяжу столбик с накидом, полустолбик с накидом, соседний цветочек довязываем, соединительный столбик и следующую петлю соединительный столбик, полустолбик с накидом, столбик с накидом 1, столбик с накидом 2, соединительный столбик, извините, полустолбик с накидом, и теперь соединительный столбик, И теперь нам нужно довязать последний лепесток. Делаем соединительный столбик в соседнюю петлю, полустолбик с накидом, столбик с накидом и соединительный столбик в цепочку из 3 воздушных петель, откуда мы начали вязание. Все, нить протягиваем, отрезаем и закрываем вязание. Ниточку нужно спрятать будет с внутренней стороны, можно с помощью иглы, можно с помощью тонкого крючка. Так, обратите внимание, что на изнанке. На изнанке вот такие цепочки. Вот. На лицевой стороне цветочки. Вот, кстати, когда я вот вязала соединительный столбик, как здесь вот, забыла подхватить цепочку, нужно было с внутренней стороны прикрепить, чтобы она не висела в воздухе. Несколько идей о том, что можно сделать из таких цветочков. Ну, первая, самая простая идея — это закладка для книг. Вот книжечка, закладка. Мне вообще кажется интересный такой вариант в качестве закладки. Следующий вариант, и в принципе для чего я ее вязала, это я хотела сделать маленькой девочке браслет на руку. Вот. Если взять руку, обернуть цветы, допустим, вот так вот как-то. Ну, на самом деле, конкретно вот здесь вот много цветков. Для маленькой ручки подойдет и 3 таких цветочка. С обратной стороны можно сделать шляпную резинку. Для браслетика и для девочки 3-4 лет будет вообще идеально 3 цветочка. И здесь соединить шляпной резинкой эту часть. А вот из этих цветочков можно сделать также маленькой девочке на голову веночек. Тоже с обратной стороны соединить шляпной резиночкой, так как резинка она мягкая, тоненькая и будет аккуратно держать на голове. Еще как вариант я подумала, что можно сделать ожерелье из этих цветочков. Можно украсить сумку, которую вы сошьете сами. Идеи могут быть совершенно разные. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Под видео я оставлю ссылку на статью, в которой будет размещена схема вязания этих цветочков. Всего хорошего. Пока-пока.